Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Меня зовут Виталий. Сегодня мы установим магнитолу Android на Camry 40. В связи с тем, что часто задают вопрос про Ладу Гранту, я проживаю в Южной Корее, и поэтому Лада Гранта здесь я не встречал ни разу. Поэтому, если кому-то нужно что-то установить на Ладу Гранту, вы можете доставить ее в Южную Корею. Я обязательно установлю и покажу, как это делается. На данный момент я показываю только принцип установки. Поэтому смотрите, на Ладу Гранту будет примерно то же самое. До установки Camry 40 выглядит вот так. Консоль американского исполнения. Ну и сюда мы установим Android, который купили на AliExpress. Так, вот пришла посылочка. Ссылку на эту магнитолу я оставлю в описании. Так, очень хорошо упаковано. Так, магнитола будет вот с таким огромным экраном, 9-дюймовая. Так, ну и провода к ней уже с разъемом подготовки для подключения. Начнем. Для того, чтобы снять магнитолу, часто приходится ломать голову, где что снимается и как что открутить. Но лучше немножко поломать голову, чем поломать обшивку или магнитолу. Здесь вот в Camry на клипсах держатся облицовки, снимаются голыми руками. Затем нужно открутить два винта с этой стороны. Ну и снять облицовку переключателя передач. Он откручивается здесь по резьбе. То есть снимаем ручку. Так, затем также голыми руками снимаем облицовку, и затем нужно включить зажигание для того, чтобы перевести селектор передач, для того, чтобы вылезло более свободно. Ну и теперь можно переключить в парковочный режим и снять разъемы для того, чтобы нам не мешала эта консоль. Так, отложим ее пока в сторону. Затем откручиваем два винта и снимаем так, рано выключил зажигание. Так, теперь для того, чтобы снять магнитолу и климат-контроль, нужно снять вот эти воздуховоды верхние. Они снимаются немножко туго, но не снимая их не получится вытащить. Поэтому надо обязательно использовать пластиковый инструмент. Так, ну и здесь разъем. Часы и аварийка. Так. Теперь сверху и снизу магнитола крепится на винты. Болты М6. Головка на 10 поможет. Так, вот такие вот болты. И снизу тоже они есть.
Затем снимаем все разъемы, вытаскиваем антенны. Ну и пока убираем в сторону. Теперь берем разъем от магнитолы. Вот он. Так, ну и собираем сюда. Так, разъем в разъем. И это тоже разъем в разъем. И это тоже разъем в разъем. Так, пробуем включить и подключиться и послушать музыку. Так, ну, музыка есть. Музыка есть, уже хорошо. Звук приятненький. Так, теперь нужно закрепить на панели и настроить. Так, сейчас этим и займемся. Так, нужно снять климат-контроль от головного устройства, отсоединить. Здесь есть пазы. Здесь на новой тоже есть крючки для этих пазов. То есть нужно вставить и защелкнуть. Вот так вот. Получается новое устройство. Оно не будет уже крепиться на болты к основному корпусу, но тем не менее оно очень хорошо зацепится клипсами и прижмется воздуховодами. Так, ну а остальное встанет все на свои места. Итак, соединяем до конца. Здесь есть еще антенна GPS, антенна GSM. Так, есть слот для сим-карты. Вот сюда ее можно вставить. И интернет можно подключить, то есть как бы посредством GSM сетей. Антенны у нас не подписаны, поэтому можно подключить в любом порядке. То есть где 4G идет надписи, подключаем эти антенны. Вверх-вниз, неважно. Так. Антенны размещаем так, чтобы над ними не было металла, чтобы не экранировал. Иначе будет помеха, плохой прием. Так, затем есть еще в наличии у нас GPS антенна. Ее подключаем к разъему GPS. Вот. Эту антенну тоже нужно разместить так, чтобы над ней не было металла. Куда не важно. Хотите, можно на виду, хотите, можно куда-то спрятать. Вес у этой магнитолы очень сильно отличается от того, который был. Тот я еле поднимал двумя руками. Здесь одна рука справляется вполне. То есть как бы очень легкий девайс. Так, теперь USB разъемы и слот для GSM карты я выкину в бардачок.
Вот здесь есть проход, то есть как бы рука пролазит, и есть щель в сам бардачок, то есть можно попасть оттуда. Итак, низ собрать можно в обратном порядке. Я покажу, как настроить магнитолу. Так, вот она включилась. И теперь нужно настроить, я так думаю, кнопки руля. Так, здесь, значит, можно перевести на русский язык. Находим, где у нас система Language Time и так далее. Language Input у нас будет, вот он, плюс язык системы. Находим русский язык. Он, в общем-то, можете найти свой язык, который вам удобен. Я перевожу на русский, так как для русскоговорящего человека подготавливаю. Так, и надо нажать и перетащить русский язык так, чтобы он стал первым. И тогда у нас язык системы, вот выбор языка, все, перешел на русский язык. Так, теперь здесь есть дата и время. Вот. Используется по умолчанию Китай. То есть надо, чтобы использовать часовой пояс сети. Так, дата, синхронизация. Вот часовой пояс по умолчанию Китай. Но так как сейчас я нахожусь совсем не в Китае, так вот, Сеул плюс 9. Все, теперь по корейскому времени будет. Так, и что у нас там? Что-то я выключил. Синхронизировать время по сети. Или использовать время GPS. Можно использовать время GPS тоже, как вариант. Почему бы и нет. Так. 24-часовой формат. И теперь в настройках, вот у нас теперь на русском языке все, нужно найти обучение кнопок на руле. И обучаем кнопки. То есть назначить можно как угодно. Громкость плюс, ищем, где здесь громкость плюс. Вот это. Обучение выполнено успешно. И так далее. Все кнопки обучить так, как вам удобно. Ну, в общем, все кнопки, которые обучаемы, они сюда выйдут. И теперь, если включить так, музычку, то регулировка уже у нас пойдет с рулевого колеса. Переключение. Все работает. Так. Все отлично. Далее, если интересно, то есть тут все как в обычном андроиде. Настройка сети. Нажимаем, держим, выходит Wi-Fi. Если подать раздачу, то можно подключиться к Wi-Fi. Если будет своя GSM-карта, то, скорее всего, оттуда будет это все. Затем есть Play Market. Если будет интернет, можно будет войти, вбить свой аккаунт, и все заработает
Работает достаточно шустро. Вот все приложения, которые нужны. Я рекомендую после запуска оптимизировать. То есть, как бы, если вам нужна, конечно, галерея, пусть остается. Но вообще я бы галерею, калькулятор и все, что ненужное, все повыбрасывал. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Сборку, как бы, ну, я сейчас немножко еще тут окультурю и все остальное. То есть сборка производится в обратном порядке. Я думаю, что видео было полезным. Если вам понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и жду вас в следующем ролике. Он выйдет очень скоро. Нажмите на колокольчик, чтобы его не пропустить.